Да, друзья, это никакой не фокус. На самой обычной плите, в самой обычной кастрюле, в квартире вы можете приготовить вкуснейшую копченую рыбу. Сегодня мы будем коптить дорадо. Я использую замороженную рыбу, которую предварительно необходимо разморозить в холодильнике. Затем ее необходимо почистить от чешуи, вырезать жабры и удалить все внутренности, а также я отрезаю хвост, чтобы он не мешал при копчении. Далее рыбу необходимо засолить. Солить я буду мокрым посолом. Для посола я использую только крупную морскую соль и сахар. Использовать специи нет необходимости, поскольку при копчении вкус и аромат всех специй нивелируется. Рассол я готовлю из общего веса мяса и воды. Вес самой рыбы у меня 500 грамм. Для того, чтобы вода у меня полностью закрывала рыбу, я возьму еще 1,5 литра воды. Это примерно 1,5 килограмма. То есть общий вес мяса, рыбы и воды у меня получается 2 килограмма. На 1 килограмм общего веса мяса и воды нам необходимо взять 26 грамм крупной морской соли и 5 грамм сахара. Засыпаем соль и сахар в воду. Доводим воду до кипения, остужаем до комнатной температуры и укладываем в рассол рыбу так, чтобы вода ее полностью закрывала. Ставим в холодильник на 12 часов. Через 12 часов рыбу промываем под холодной проточной водой, обсушиваем кухонными бумажными полотенцами и ставим на сушку. При этом в брюшко я вставляю 2 зубочистки, так чтобы рыба внутри тоже хорошо подсохла. Сушим рыбу до появления легкой сухой корочки. Так она подсыхает примерно в течение 4 часов. Берем 12 грамм ольховой щепы. Щепу вы можете купить на любом маркетплейсе, цена на нее более чем доступная. Ольховую щепу я использую только потому, что, на мой взгляд, она наиболее универсальна и подходит для копчения большинства продуктов. В том числе она очень хорошо подходит для копчения жирной рыбы, такой как дорадо. Выкладываем щепу в фольгу, распределяем щепу равномерно по всей поверхности фольги. Со всех сторон загибаем края фольги, так чтобы у нас получился конверт. Конверт укладываем плотно в кастрюлю. И обычной зубочисткой в верхнем слое фольги делаем проколы по всей ее поверхности. Ставим в кастрюлю подставку. В качестве подставки я использую металлическую подставку под горячее. Стоит она порядка 200 рублей. И купить вы можете ее на любом маркетплейсе. Рыбу ставим на подставку вниз брюшком. Ставим кастрюлю на плиту, на самую большую конфорку. Отверстие в крышке я закрываю обычной палочкой из-под суши. Это я делаю лишь для того, чтобы дыма выходило меньше. Но в процессе копчения дыма выходит совсем немного. Можно в принципе не закрывать это отверстие. Включаем максимальный нагрев. При моей мощности конфорки дым из щепы начинает выделяться на 3-й минуте. Вы увидите, что дыма становится гораздо больше, и в кастрюле происходит активное перемещение дыма. Дым также начнет менять свой окрас. Я выключаю максимальный нагрев ровно через минуту, как началось дымообразование. Можно еще ориентироваться на интенсивность дыма. Как только он начинает выходить из-под ободка крышки, можно останавливать нагрев. На видео видно, что у меня из-под ободка крышки дым слегка начинает выходить. Я выключаю нагрев и переставляю кастрюлю на самую маленькую конфорку и включаю самый минимальный нагрев. Дальше приготовление блюда у нас происходит с минимальной мощностью. Уже через 10 минут дыма в кастрюле не будет, но он не вышел из кастрюли, а адсорбировался на поверхности нашего продукта. По сути, основной этап копчения уже закончен. И далее идет просто термическая обработка продукта. На маленькой конфорке при минимальной мощности рыбу готовим еще 15 минут, после чего выключаем нагрев. Если вы готовите рыбу на электрической плите и у вас не индукционная плита, которая сразу остывает после выключения, то кастрюлю необходимо просто переставить на холодную конфорку. После того, как мы выключили конфорку, кастрюлю мы не открываем, а даем ей остыть вместе с нашим продуктом в течение 30 минут. Копченая дорадо готова. Кастрюля при этом не пострадала. Дорадо очень жирная рыба, и весь жир, который с нее капает, собирается на поверхности фольги. А за счет уникальных качеств фольги жир не горит и не оседает на поверхности продукта. Но кастрюля абсолютно чистая.
а легкий желтый налет легко отмывается. Рыбу после копчения мы сразу не едим, а ставим ее на проветривание или созревание на 12 часов в прохладное место. В эти 12 часов процесс копчения, по сути, все еще продолжается. Идет процесс абсорбирования дыма в структуру продукта. Вот такая красивая золотистая дорада у нас получилась. Она не просто красивая, но еще и очень ароматная и вкусная. Мясо жирное, плотное, очень сочное. А аромат словами не описать. Это очень вкусно.